Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Огурцы на зиму будем заготавливать сегодня. Дам вам расчет на банки разного объема. Разберемся, почему могут срываться крышки и как получить самые хрустящие маринованные огурцы без стерилизации дополнительной в банках и даже без хрена. Такие огурцы хранятся в квартире, это очень удобно. Но обо всем по порядку. Давайте начнем. Первое и самое важное – выбрать огурцы. По возможности лучше купить их у какой-нибудь знакомой бабушки, либо на рынке, если нет своего огорода. Выбирайте самые красивые огурчики, без дефектов, без порчи. Если даже немного и вы обрежете, это не спасет консервацию. В этом случае огурцы могут пропасть, не простояв даже недели. Не используйте салатные огурцы, они быстро станут мягкие и невкусные. Далее все огурцы нужно помыть. Как бы это ни смешно вам показалось, но очень важно смыть белый защитный налет. И сделать это нужно тщательно. Да, конечно, у покупных огурцов налета такого может и не быть, но их тоже следует помыть. Убрать все микроорганизмы, которые нам будут просто мешать. Можно помыть под проточной водой, либо в тазе, но потом еще тщательно сполоснуть. Следующий пункт. В холодной воде замачиваем чистые огурцы. И именно сначала моем и только потом заливаем, но не наоборот. Для чего? Чтобы огурцы набрали влагу до того, как зальются маринадом. Иначе в банке маринад может значительно уменьшиться, что плохо для хранения. А также, чтобы огурцы сохранили свою хрусткость, потому как изначально купленные мягкие огурцы могут стать плотнее, набрав влагу. Кстати, вода используется именно питьевая, которая идет в пищу. Если сильно хлорированная, то очистите ее фильтром. И вода должна быть обязательно холодной. Что касается времени, на которое нужно оставить огурцы в холодной воде, то это может быть 1 либо 2 часа. Чем раньше огурцы собраны, тем больше понадобится времени. Более крупные огурцы я буду использовать для салатов, рецепты которых вы увидите в следующем видео, так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Пока огурцы набирают влагу и хрусткость, подготавливаем банки. Это не менее важный момент. Снова берем новую губку и никаких моющих средств, только пищевая сода. От неправильной подготовки также могут взрываться огурцы. Даже новые и чистые банки советую помыть еще раз. Вымывайте все внутренние ямочки. Следом стерилизация. По вашему выбору духовка, микроволновка или пар, как в моем случае. Стерилизую банки литровые по 10 минут над паром. Параллельно кипятим крышки в течение 3 минут. Банки могут быть с винтовыми крышками или под ключ. Подготовка для всех одинаковая. Многие пишут, зачем стерилизовать банки, если в них в последующем закладываются нестерильные овощи. Все просто. Не всегда можно помыть банки достаточно хорошо. А недостаточная стерильность ведет к пропаданию огурцов. Да, дополнительной заливкой с огурцов можно смыть бактерии, а вот нестерильные банки кипяток не сможет так очистить, как это сделает стерилизация. Стерильные банки сразу же накрываем стерильными крышками. Что же нам понадобится, кроме огурцов? Подготовка этих продуктов не менее важна. Зонтики укропа. Помыть их просто водой недостаточно. Все микроорганизмы убираем крутым кипятком. Заливаем зонтики буквально на 1 минуту. Сразу же заливаем на 1 минуту лавровый лист. Предварительно его также помыть водой. Кстати, неправда, что чеснок делает огурцы мягкими. Не верьте. Чистим его и хорошо моем. Точно так же сладкий перец используем без гнили и без дефектов. Запомните, для любой консервации должны выбираться самые лучшие овощи и зелень. Это не салат, где можно что-то обрезать.
Сладкий перец сразу поделим на небольшие кусочки, удаляя семена и даже перегородки, которые мягкие. Кроме всего этого, понадобится душистый и черный перец в горошке. Мыть их не нужно. Спустя час с огурцов сливаем воду. Помним, что если давно сорванные огурцы, должно пройти 2 часа. Даже если вы еще не готовы, то огурцы не стоит оставлять дольше. Слейте воду обязательно. Нужно отрезать кончики. Совсем чуть-чуть, чтобы удалить места, где могла остаться земля. Можно закладывать в банки. Даю расчет на одну банку объемом 1 литр. На другие банки все ингредиенты расписаны под видео. Загляните в описание. Я все для вас посчитала. На дно кладем половину зонтика укропа, 1 зубчик чеснока или 2 мелких, 1 лавровый лист, 3-4 кусочка сладкого перца. Можете добавить и кусочек острого, не помешает. Еще в банку отправляется 2 горошка душистого перца и 4-6 горошин, зависит от их размера, черного перца. Закладываем огурцы, первый ряд стоя. На 1 литровую банку уходит 500-550 граммов огурцов. Это также зависит от их размера. Далее вверх, здесь уже лежа идут огурцы. И вот такие от природы изогнутые очень удобно укладывать. Ну а если огурцы крупные, то их можно разрезать на 2 или 3 части. Либо вообще положить помидор. И все это завершает половина зонтика укропа. Накрываем крышкой. Огурцы у меня сегодня разного размера. 9, 10, а где-то и 11 сантиметров. Но стараюсь в каждую банку уложить одинаковые огурцы. Кстати, сорт этих огурцов вы часто спрашиваете. Называется Мирабелла. Родители их много лет уже выращивают. Итак, важное выделим. Огурцы выбираем без дефектов, без порчи. Самые красивые. Замачиваем обязательно чистые огурцы в холодной воде. Зелень и лавровый лист обязательно обдаем кипятком. Стерилизуем банки и крышки. Моем все без моющих средств. Содой и чистой губкой банки. Тем временем у нас готов кипяток. На 1 литровую банку нужно 500 мл кипятка. Но всегда берите с запасом. Количество воды на банку зависит от того, насколько плотно вы уложили огурцы в эту же банку. Заливаем кипятком все банки сразу. Залили и сразу прикрыли крышкой. Заливка овощей нужна для того, чтобы прогреть огурцы внутри перед тем, как вы зальете их маринадом. Если огурцы плохо прогреются, то это может также привести к вздутию крышек. Оставляем огурцы на 15 минут. За это время банки станут еле теплыми. Воду с помощью вот такой специальной крышки сливаем и снова в кастрюлю. Здесь осталось немного кипятка на запас. Огурцы сразу же накрыли стерильными крышками. Воду доводим до кипения. Делаем это как можно быстрее, чтобы огурцы не остывали. И вот взгляните, как вода пенится. Если появляется сверху мусор, лучше его снять. И снова заливаем огурцы, накрывая еще на 15-20 минут. Сейчас вода еще мутная, но через несколько минут станет прозрачной. Это нормально. По этому рецепту можно готовить также маринованные помидоры, но заливать их потребуется всего 1 раз, так как помидоры более мягкие, нежели огурцы, и прогреваются гораздо быстрее. Пока ждем, готовим маринад. На 1 литровую банку нужно 500 мл воды. Половина столовой ложки соли и столовая ложка сахара. Если в граммах, то в столовую ложку помещается 25 граммов соли и 18 граммов сахара. Кстати, использую соль не йодированную. Но раньше я пользовалась именно йодированной солью, и ничего страшного не происходило. Никогда огурцы у нас не портились и не были мягкими. Да, количество сахара здесь больше в 2 раза, чем соли, но это ничуть не делает огурцы сладкими. Они не приторно сладкие, не думайте.
Важно помнить, что здесь маринад готовится именно на количество воды, а не на банку. То есть в банку соль и сахар не засыпается. Вода с солью и сахаром закипела. Ее также советую брать с запасом. Даем кипению прекратиться. Если соль будет грязная, то должна упасть в осадок. В этом случае сильно не мутим. Многие предпочитают готовить маринад на той же воде с заливки. Я же сливаю все это в раковину. И поверьте, вкус ни капельки не теряется. Его вполне хватает. Огурцы будут насыщенные, вкусные. Зато маринад будет кристально чистый. Заливаем теперь огурцы в 3-й раз. Уже кипятком с солью и сахаром. Разливаем кипяток с сахаром и солью до горлышка. Оставляем запас на уксус. Маринад еще немного впитается в огурцы, чуть позже, когда огурцы начнут остывать. Обязательно прикрываем крышками и можно закатывать. Вливаем уксус только перед закаткой. Влили и закрутили. Использую 70% эссенцию, пол чайной ложки на 1 литровую банку. Это 2,5 мл. 9% столовый уксус не использую, но его также можно. Все пропорции я оставляю внизу. Обязательно переворачиваем банки. Но здесь внимание! От себя. Если вы закрутили плохо, то крышка может сорваться и вы обожжетесь. Важно проверить плотность закатки, то есть хорошо ли села крышка, чтобы не попадал воздух. Если попадет воздух, а это кислород, начнут размножаться бактерии, и консервация у вас испортится. В таком перевернутом виде оставляем банки с огурцами под теплым одеялом до полного остывания. При попадании уксуса огурцы сменят цвет с ярко-зеленого на оливковый. Огурцы еще прогреются, будут остывать медленно. Можно оставить на 1-2 дня и только потом перевернуть. Хранить в темном прохладном месте, не на солнце и не возле батареи. И такие огурцы стоят в квартире хорошо, проверено годами. При условии, конечно, что вы соблюдали все рекомендации. Поэтому не сомневайтесь, готовьте, пробуйте. Огурцы хрустящие и очень вкусные, советую. Даже рассол выпивается весь. А какой вкусный чеснок здесь и перец. Обязательно попробуйте. Кто уже пользуется нашим рецептом, обязательно напишите, чтобы другие зрители могли увидеть ваш отзыв. Удачных вам заготовок!